Главный герой нашей истории – Бен Уокер, мальчик 6 лет, с которым жизнь обошлась не слишком хорошо. Ему не повезло, ни ему, ни его отцу Уильяму, его единственной семье, с тех пор, как чуть больше года назад его мать трагически погибла в автокатастрофе. Невзгоды, окружавшие его семью, были тем, что маленький мальчик очень хорошо осознавал, несмотря на свой юный возраст. Он чувствовал и страдал от каждого из несчастий, которые обрушивались на их жизнь. Однако, к удивлению всех, включая своего отца, который знал его лучше всех, этот маленький мальчик не стал сидеть сложа руки и смотреть, как страдает его отец. Бен был полон решимости изменить ситуацию и найти решение, в котором они так отчаянно нуждались. И это произошло бы самым неожиданным и неожиданнейшим образом. Но прежде чем мы перейдем к тому эмоциональному моменту, который лишит вас дара речи, давайте сначала рассмотрим контекст и расскажем немного больше о душераздирающей истории этого храброго мальчика и его отца. Как упоминалось выше, Бен и его отец, 40-летний Уильям Уокер, переживали ужасные обстоятельства после трагической и неожиданной смерти матери мальчика в результате дорожно-транспортного происшествия, в результате которого ее переехал мотоцикл, когда она переходила улицу. Это было трагическое событие, которое потрясло всех и оставило своего мужа совершенно опустошенным и одиноким с 5-летним ребенком, которого он не мог растить без своей любимой жены. В отсутствие матери, Бена, Уильям взял на себя роль единственного воспитателя, с трудом сводя концы с концами. Финансовые трудности часто приводили к тому, что еды было мало, и Уилл иногда оставался без еды. И как будто смерти его жены было недостаточно, Уильяму также пришлось столкнуться с тем фактом, что он остался без дохода своей жены, которая была учительницей средней школы в городе, где они жили. Было невозможно оплачивать все ежемесячные счета и содержать маленького ребенка. Причина, по которой брак так сильно зависел от работы жены, заключалась в том, что у Уильяма никогда не было стабильной работы. Он был художником и, как всегда, настаивал на разъяснениях, когда родственники предлагали ему поискать более высокооплачиваемую работу. Художник любит искусство таким, какое оно есть, и какие чувства оно вызывает у него, и не ради тех денег, которые это может ему принести. Однако теперь, когда его жизнь была на грани краха, и он обнаружил, что не может каждую неделю наполнять холодильник продуктами, это заявление больше не имело для него смысла. Овдовев и поняв, что больше не может ждать, пока его работы начнут продаваться, Уильям попытался найти новую временную работу, чтобы быстро заработать немного денег. Однако из-за отсутствия опыта работы его было очень сложно нанять. Для него не нашлось места даже на самой простой работе. Наконец, после более чем месячного стука в двери всевозможных предприятий и компаний, Уильям устроился разносчиком пиццы. Это была не та работа, на которой он чувствовал себя комфортно, да и платили за нее не очень хорошо, но, по крайней мере, это была работа. Это было только начало, и он думал, что если наберется опыта, то позже ему будет легче найти другую работу. Но правда в том, что это было не так. Шли месяцы, и Уильям не только возненавидел работу разносчика пиццы, но и после нескольких жалоб клиентов, которые получали свою пиццу поздно и холодной, владелец пиццерии решил отказаться от его услуг, отправив его обратно решать одну из своих проблем и усугубив ситуацию. «Я проголодался, папа. А нельзя ли нам съесть что-нибудь еще, кроме замороженной лазаньи? Я устал есть всегда одно и то же». Каждый день спрашивал маленький Бен у своего отца, когда видел, что меню на день дома не изменилось. После увольнения и израсходования тех немногих сбережений, которые у них были, Уильям был вынужден максимально сократить расходы на питание. Итак, меню на неделю обычно состояло из готовой лазаньи, пиццы, хот-догов, хлеба и консервированного супа.
Очень нежелательная диета для маленького ребенка, который развивался, и потенциально вредны для любого взрослого, который хочет поддерживать уровень своей энергии на оптимальном уровне. Мне так жаль, милый. Это все, что у нас есть, но скоро мы сможем есть все, что захотим. Вот увидишь. Мне просто нужно еще немного времени, совсем чуть-чуть», — ответил отец, пытаясь убедить себя в том, что то, что он говорил сыну, было правдой. В конце концов, дела пошли так плохо, что продуктов стало не хватать даже на то, чтобы прокормить их двоих. Поэтому Уильям целыми днями ничего не ел, чтобы его сын не остался голодным. «Папочка, съешь пиццу. Ты неважно выглядишь, папочка. Пожалуйста, съешь немного. Смотри, у меня еще остался кусочек. Возьми это», — сказал мальчик своему отцу, обеспокоенный тем, как плохо он выглядит. Но мистер Уокер отказался есть из тарелки сына, хотя ему до смерти хотелось есть. И от этого у него начинало болеть горло от голода и жажды. Однако его сын, которому было всего 6 лет, не собирался позволять отцу томиться в таком состоянии. Мальчик молча страдал, наблюдая, как его отец наблюдает за тем, как он ест и медленно чахнет, заболевая, чтобы он не голодал, и по-прежнему получал 3 порции еды в день. Бен был полон решимости изменить ситуацию к лучшему, и он сделает это самым неожиданным из возможных способов. Это вызвало солидарность и сострадание сотен людей. Поворотный момент наступил, когда Бен с отцом сидели на кухне перед включенным телевизором, и мальчик услышал в новостях, что заключенные в тюрьмах Техаса получают обязательное 3-разовое питание. Маленький мальчик, который был в отчаянии, совершенно не понимал ситуации и того, что означала эта новость, придя к маловероятному выводу, что арест его отца гарантирует ему регулярное питание и не позволит ему продолжать голодать. Маленький мальчик продолжал внимательно слушать остальные новости и увидел нескольких заключенных с подносами, полными разнообразной еды. Тюремная еда не казалась вкусной, это правда, но, по крайней мере, это была еда, которая позволила бы ему снова стать здоровым, размышлял маленький мальчик, глядя на экран телевизора и разрабатывая план, как спасти свою семью от голодной смерти. Бен знал, что после обеда у него будет пара часов, чтобы осуществить свой план. Его отец, несмотря на голод и свой жалкий вид, всегда выходил на пару часов в поисках работы и какой-нибудь еды в окрестностях. Мальчик знал, что у него больше не будет возможности осуществить свой план. Поэтому, как только отец оставил его одного смотреть мультики, он поспешил надеть пальто и помчаться в ближайший полицейский участок. «Не волнуйся, папочка, скоро ты сможешь насладиться горячим обедом». Маленький мальчик говорил себе это, шагая так быстро, как только позволяли его маленькие ножки. Наконец он добрался до полицейского участка в центре города, с силой распахнул дверь и сделал то, от чего все присутствующие лишились дара речи и были в полном шоке. «Пожалуйста, арестуйте моего отца». «Пожалуйста, отведите его в тюрьму», — кричал мальчик в вестибюле полицейского участка, который в то время был переполнен. Слезная мольба Бена прозвучала в местном полицейском участке, где дрожащий мальчик подошел к стойке регистрации, в отчаянии сжав маленькие кулачки. В комнате воцарилась тишина, и офицеры обменялись озадаченными взглядами, осознавая весомость его слов. Агент Роза Гарсия, известная своей мягкостью, бросилась к Бену, чтобы предложить ему утешение и уверенность, в которых он так отчаянно нуждался. Она взяла его на руки, отнесла на ближайшую скамейку и заверила, что он в безопасности. После этого офицер приказал им найти отца мальчика и арестовать его, чтобы прояснить ситуацию. «Успокойся, малыш. Здесь ты в безопасности. С тобой ничего плохого не случится», — заверил офицер маленького Бена, который продолжал плакать и умолять, чтобы его отца забрали. Однако, чего полицейский Гарсия не ожидала, так это истинной причины, по которой маленький мальчик пришел к ним, чтобы попросить арестовать его отца. «Мой отец умирает от голода. Пожалуйста, отведите его в тюрьму. Там его накормят. Он перестал есть, чтобы накормить меня.
Он хороший человек, но у нас неприятности. Пожалуйста, офицер, помогите нам. Отвезите моего отца туда, чтобы он не умер с голоду». Со слезами на глазах объяснил, в чем дело. Офицер потеряла дар речи, когда услышала истинные причины, по которым мальчик обратился с такой странной просьбой в полицию, но она сразу поняла, в какой сложной ситуации оказались мальчик и его отец. «Успокойся, Бен. Мы поможем твоему отцу, и мы поможем тебе тоже. Ты правильно сделала, что приехала сюда. Никто не умрет с голоду. Я обещаю тебе», — сказал агент Гарсия мальчику ласковым и спокойным голосом. Несколько минут спустя Уильям, ошеломленный и убитый горем, был арестован на улице и доставлен в полицейский участок, а Бен остался там с офицером полиции Розой Гарсия. Их эмоциональное воссоединение, сопровождавшееся слезами и объятиями, глубоко тронуло офицеров и случайных прохожих силой их связи. «Ты не должен был этого делать, мой мальчик. С папой все в порядке. Мне так жаль, что я заставил тебя пройти через все это», — со слезами на глазах сказал Уильям своему сыну, крепко обнимая его. «Тебе не обязательно проходить через все это в одиночку, мистер Уокер. Есть способы помочь нуждающимся семьям. Вы не одиноки. Ваш сын проявил большое мужество, приехав сюда. Теперь все наладится, я вас уверяю», — сказал агент Гарсия мистеру Уокеру, видя, насколько он расстроен и смущен ситуацией, в которую попал его сын. И агент Роза Гарсия была права, потому что никогда еще в этом районе не было такой сплоченности, как в течение нескольких недель, последовавших за тем днем, когда маленький Бен с криком ворвался в полицейский участок. В последующие недели трогательная история Бена и его отца нашла отклик во всем сообществе, вызвав всеобщую поддержку и солидарность, чтобы помочь семье преодолеть серьезные проблемы, с которыми они столкнулись. Сотни волонтеров объединились, чтобы Бен и его отец больше никогда не голодали и имели средства к существованию в такое трудное время. Им даже удалось найти ему новую работу помощника в небольшом продуктовом магазине, чтобы он мог начать справляться со своими финансовыми долгами и стабилизировать свою жизнь. Влияние петиции Бена распространилось далеко за пределы его собственной семьи. Ей удалось вдохнуть новую жизнь в общество, превратив полицейский участок из символа страха в место убежища и общения для многих других людей, таких как Бен и его отец, которым было по-настоящему тяжело. И вот, когда жизнь Уильяма и Бена обрела новое направление, их история послужила мощным напоминанием о том, что даже перед лицом невзгод любовь и сострадание способны изменить жизнь. Их прекрасная история показала нам, что искренние поступки, мотивированные любовью, могут иметь глубокие и неожиданные последствия. Смелая просьба Бена вызвала волну сострадания, которая, несомненно, произведет неизгладимое впечатление на его сообщество, напомнив всем нам о невероятной силе сопереживания и доброты. Понравилась ли вам эта трогательная и удивительная история? Если да, мы приглашаем вас оставить комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Спасибо вам за просмотр. До свидания.